Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного шоколадного бисквита. Бисквит получается влажным, пористым, насыщенно шоколадным. Отлично подходит для приготовления различных тортов, а также очень вкусный сам по себе. Давайте приготовим. Сразу смешаем вместе сухие ингредиенты. 180 граммов или 9 столовых ложек без верха пшеничной муки, 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао, 8 граммов или 2 чайные ложки разрыхлителя для теста. Перемешиваем. 50 граммов сливочного масла для удобства нарезаем его небольшими кусочками. Добавляем 180 граммов или миллилитров молока. Разогреем все вместе до горячего состояния. Сливочное масло должно полностью растопиться. В горячее молоко с маслом высыпаем 50 граммов темного шоколада с содержанием какао 50-55%. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял, и хорошо все перемешаем венчиком до образования однородной массы. Оставляем молочно-шоколадную смесь на столе. В чашу выливаем 4 яйца, добавляем щепотку соли и 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара. Начинаем взбивать яйца на умеренной скорости миксера. Когда яичная масса взобьется в легкую пену, постепенно добавляем к ней 150 граммов или 7,5 столовых ложек без верха сахара. Я добавляю сахар в 3 этапа. Добавляю часть сахара, взбиваю секунд 30 и добавляю следующую часть сахара. Когда весь сахар ввели, увеличиваем скорость миксера до максимальной и на максимальной скорости миксера взбиваем яичную массу еще примерно 6-8 минут, в зависимости насколько мощный у вас миксер. Яичная масса должна стать воздушной, увеличиться в объеме примерно в 3 раза, и на поверхности будет виден рисунок от венчиков, который сразу не растекается. Постепенно добавляем ранее подготовленную молочно-шоколадную смесь и перемешиваем миксером до однородного состояния. Просеивая, добавляем половину ранее смешанной сухой смеси из муки, какао и разрыхлителя. Аккуратно перемешиваем круговыми движениями снизу вверх. Добавляем оставшуюся сухую смесь и также аккуратно круговыми движениями снизу вверх перемешиваем до однородного состояния. Переливаем тесто в разъемную форму диаметром 19 см. Дно формы я застилаю пергаментной бумагой, бока формы ничем смазывать не надо. Тесто разравниваем и убираем выпекаться в заранее разогретую духовку. Выпекаем при температуре 170 градусов Цельсия ориентировочно 60 минут до готовности. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем середину, если палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит бисквит готов. Даем бисквиту остыть в форме минут 15-20 и освобождаем от формы. Перекладываем бисквит на решетку верхней стороной вниз и оставляем остывать до комнатной температуры. Чтобы бисквит меньше крошился при разрезании его на корже, остывший бисквит заворачиваем в пищевую пленку и убираем его в холодильник минимум на 2 часа. При желании можно приготовить бисквит заранее и хранить в холодильнике 1-2 дня. Но если нет времени, то можно разрезать остывший бисквит на коржи сразу. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.